Почему астрология не работает для большинства людей? На мой взгляд, это очень неудобная тема, и ее хочется затронуть в самом начале. Это мое первое видео, потому что сегодня астрологию многие превратили либо в развлечение, либо в способ снять с себя ответственность за собственную жизнь. Да, сегодня сфера астрологии достаточно популярная, я бы сказала. И большинство людей приходят на консультации с одним запросом, с одним вопросом. Когда? Когда появятся деньги? Когда появятся отношения? Когда я встречу свою вторую половину? Когда закончится этот тяжелый период? Когда все наконец наладится? И это действительно очень важный вопрос для всех нас. И у каждого он свой. На самом деле главное в другом. Большинство людей хотят получить ответ, после которого ничего внутри себя менять не придется. И вот именно в этот момент астрология перестает работать. Да. Потому что натальная карта– это не волшебная таблетка, это не гарантия успеха и не обещание того, что планеты проживут жизнь за человека, примут решение за человека. Натальная карта показывает потенциал. Натальная карта показывает, как устроена психика человека, показывает внутренние механизмы, почему сам человек проживает одни и те же события снова и снова, одни и те же сценарии. И именно на все это астрология дает огромное количество ответов. Возьмем Венеру. Люди считают, что Венера– это любовь. Да, она отвечает за любовь, за красоту. Но Венера также не только романтика. Она может давать зависимость от внимания, страх одиночества, потребность понравиться всем, жизнь через одобрение, обесценивание себя ради отношений. И здесь речь уже идет совсем не о легкой, красивой любви. Согласитесь? Все намного глубже. Юпитер– это очень сильная планета и очень значимая также. Каждая планета несет свои энергии. Очень многие воспринимают Юпитер исключительно как планету счастья, планету роста, удачи, благ. Человеку могут сказать, у тебя сильный Юпитер в карте. Это про успех, возможности и большое счастье. Но очень важно понимать одну вещь. Юпитер увеличивает абсолютно все. И если человек живет в иллюзиях, Юпитер увеличит эти иллюзии. Если человек убегает от реальности, Юпитер усилит это бегство. Если человек переоценивает себя, не хочет видеть правду, живет ожиданиями, Юпитер может раздуть это до огромных масштабов. Именно поэтому после подобных трактовок люди часто разочаровываются и начинают говорить, астрология не работает. Но проблема не в астрологии. Она работает, просто по совершенно другому принципу. Каждая планета раскрывается через уровень самого человека, через его мышление, через зрелость,
через осознанность, через готовность видеть правду о себе. Поэтому Юпитер может приносить как большое счастье, так и большое несчастье. И это очень важный момент. Даже если у человека есть бирка из роддома, и, казалось бы, точное время рождения, я все равно всегда проверяю это время по значимым событиям жизни человека. И это первое, с чего я начинаю свою работу. Для этого я всегда беру 7 важных событий, которые действительно вносят колоссальное влияние на жизнь человека. И это могут быть рождение деток, свадьба, развод, смерть кого-то из близких, переезд, серьезные вопросы по здоровью, какие-то переломные, понимаете, события. Очень важно день, месяц, год. Да, такие события, как переезд, мы не всегда помним день. И в этой конкретно теме я рассматриваю диапазон месяц, год. Это очень важно. Когда я четко вижу все 7 событий через 5 прогностических методов, именно в конкретном времени, иногда практически до секунд, есть определенные правила для этого. Тогда это говорит о высокой точности времени рождения. Именно от этого зависит вся дальнейшая работа. Планеты не стоят на месте. И даже разница в 5-10 минут это уже достаточно много и может внести изменения в описание личности, сферы жизни, в акценты натальной карты, в работу домов и особенно в прогнозировании. А в прогностике точность времени рождения – это один из ключевых факторов, потому что именно от нее зависит, насколько точным будет сам прогноз и выводы человека, работает астрология или нет. Поэтому в своей работе я использую множество прогностических техник, чтобы найти все максимально точно, перепроверить данные и не строить выводы на неточной основе. Потому что настоящая астрология – это не поверхностная трактовка по общим положениям. Это внимательная и глубокая и ответственная работа с картой человека, с жизнью, с судьбой, на которую, понимая натальную карту, можно влиять. Не в колоссальном масштабе, но мы очень многое можем изменить. Сатурн – это вообще планета, которую многие боятся. Ее часто трактуют как наказание, ограничение и тяжелые испытания. Да, и поэтому многие ненавидят период Сатурна. Потому что именно тогда человеку приходится сталкиваться с реальностью, с которой он не хочет сталкиваться, которую он не хочет видеть. Но Сатурн не приходит разрушать нашу жизнь. Он приходит показать, где человек инфантилен, где избегает ответственности, где хочет результат, не проходя путь, где живет в иллюзиях, что можно вырасти
без внутренней зрелости. Лично я Сатурн очень люблю, хотя именно он принес мне один из самых тяжелых уроков в моей жизни. Да. Мой урок заключался в том, что я оказалась на грани жизни и смерти под вопросом. И в лучшем случае врачи говорили, я останусь инвалидом. Это был период, когда я лежала прикованная к кровати, а моя семья жила в огромном стрессе и страхе, потому что врачи не давали никаких ответов, никаких гарантий. И здесь тоже многое зависело от меня. Я лежала, и я внутренне даже не допускала другой мысли. Я обязана восстановиться. Я должна вернуться полноценной мамой своим деткам, полноценной дочерью, полноценной женой. И другого я просто не рассматривала. Да, как бы трудно мне не было, я знала, что я преодолею, я смогу. Вариантов других у меня не было, просто. Я не хотела рассматривать другие варианты. И именно тогда моя жизнь разделилась на до и на после. Именно в тот период у меня появился глубокий интерес к астрологии, астропсихологии, сказала бы. И именно через эти знания я нашла много ответов, которые мучили меня на протяжении всей моей жизни. Детские ситуации, семейные вопросы, множество вопросов и непонимание. Почему? Зачем? И в том числе я нашла ответы, почему со мной произошла именно эта ситуация. Я очень четко увидела определенные показатели для этого события, которые дали мне понимание, что это был урок Сатурна. Эта ситуация произошла именно на возврате Сатурна в моей натальной карте. Именно 28,5 лет. Очень значимо и очень поучительно. Я поняла, по каким причинам мне пришлось прожить такой опыт. И эти ответы дали мне не страх, нет. Они дали огромное количество осознаний и внутренней силы для перемен. И самое главное, каждый день я внутренне, всей душой благодарю за этот урок, за этот опыт Бога и Вселенную. Мой Сатурн. Поэтому для меня Сатурн — это очень строгий, но одновременно очень заботливый учитель. Потому что его уроки не для того, чтобы сломать человека. Нет. Они для того, чтобы сделать нас сильнее, взрослее, ответственнее, честнее с самим собой. Задумайтесь об этом. И в целом настоящая астрология, она очень неудобная.
Она не гладит эго, она показывает истину, где человек разрушает сам себя, где живет не своей жизнью, где врет себе в первую очередь, где боится взрослеть, где годами повторяет одни и те же сценарии. И множество других ответов человек может получить именно через эти знания. Но то, как человек будет принимать эти ответы, же очень индивидуальный вопрос. И вот здесь начинается самая неприятная часть. Большинство людей хотят прогноз, но не хотят осознания. Им хочется услышать: скоро все изменится, скоро все закончится. Вот совсем скоро станет легче. Мало кто готов услышать, что человек сам участвует в создании собственной жизни. Никто не хочет признавать, что можно иметь хорошие транзиты, хорошие показатели в прогностике, сильную натальную карту и огромный потенциал, но при этом всем ничего не менять. Можно иметь очень сильную натальную карту, и я такие уже видела в своей практике, и проживать ее на крайне низком уровне. Можно иметь мощный потенциал для развития и роста, однако всю жизнь бояться проявиться. И наоборот, можно иметь тяжелую натальную карту, сложные аспекты и напряженные положения планет. И при этом выстроить очень сильную, успешную жизнь. Потому что человек способен взять ответственность за свою жизнь на себя. И если уж человек берет эту ответственность, не обвиняя всех вокруг, тогда начинаются перемены. И именно поэтому два человека с похожими показателями в натальной карте могут проживать абсолютно разную судьбу. Потому что астрология — это не приговор, нет. Это система потенциалов, возможностей. Для меня это язык, через который с нами говорит Бог, Вселенная. Сегодня я воспринимаю это именно так. Благодаря моему уроку от Сатурна я многое осознала совершенно иначе. Астрология не должна становиться для человека спасателем. Нет. И астролог в том числе. Ответственность на астролога перекладывать не нужно. И уж тем более она не должна становиться наркотиком. Да, именно так. Сейчас это достаточно м, распространенная сфера. Сейчас многие буквально подсаживаются на прогнозы и ждут, что же будет дальше, когда станет легче, когда все наконец изменится из месяца в месяц, из года в год. Но проблема в том, что человек начинает жить ожиданием будущего, вместо того, чтобы менять настоящее здесь и сейчас. И уже на этой стадии появляется огромная разница. Один человек слышит прогноз и просто ждет.
ждет идеального периода, ждет, что жизнь сама изменится, ждет, что правильный транзит все сделает за него. А другой человек использует астрологию совершенно иначе. Он понимает, какие сферы будут активными, где потребуется больше ответственности, где могут быть сложности, а где открываются возможности и новые шансы. Когда астрология перестает быть способом убежать от реальности, она становится инструментом понимания. Потому что сами по себе транзиты не строят человеку жизнь. И натальная карта не говорит о том, что именно так и только так. Нет. Они показывают, где будет рост, прогностические практики, где напряжение, где придется взрослеть, где жизнь будет требовать решений, а где открывать двери. Но то, как человек проживает этот период, зависит уже от него самого. И как человек проживает свою натальную карту. Выбор всегда за нами. Можно войти в сильный период и ничего не сделать из страха, пассивности, лени, ожидания. А можно подготовиться внутренне, понять, куда направить свои силы, где не сливать энергию, где действовать, а где проявлять терпение. И тогда астрология действительно начинает работать правильно, как система, которая помогает человеку лучше понимать себя, понимать свои циклы, понимать свои задачи и брать ответственность за собственную жизнь. Потому что задача астрологии не увести человека от реальности. Нет, а наоборот, помочь встретиться с ней осознанно. И я прожила это все лично. Но это регулярная работа. Важно понимать. Мои первые результаты пришли примерно через полгода моего уже осознанного взгляда на себя лично. И сегодня я могу с уверенностью сказать, астрология работает. Да, но работает она только тогда, когда человек начинает честно и осознанно работать над собой. Потому что дальше начинается настоящая работа. Именно после того, когда мы признаемся сами себе, что у нас есть слабости, у нас есть не очень хорошие черты характера. Сами себе признаемся в том, что над этим нужно работать. Ни одна карта не изменит жизнь, если человек сам не готов что-то менять. Ни один транзит не построит отношения вместо человека, не научит уважать себя, не уберет страх и не вытащит из позиции жертвы. Планеты не живут жизнь за человека. Они показывают, с чем нужно работать, а где есть потенциал, и его нужно развивать. И астрология начинает по-настоящему работать только в тот момент, когда человек перестает ждать спасения, когда перестает искать волшебную таблетку или волшебный прогноз.
когда начинает честно смотреть на себя, без иллюзий, и использовать свою натальную карту не как способ убежать от реальности, а как инструмент, чтобы, наконец, понять, кто он, как он живет и почему его жизнь сейчас выглядит именно так, не перекладывая ответственность на других и не обвиняя.